picture in my mind. You wanna leave it all behind. In a world that's turning all the time. Кроме основного турнира по контре, который мы уже с вами смотрели на арене, за кулисами всего этого проходят любительские турниры, где играют абсолютно все желающие. В общем, кто умеет играть в КС, тот сюда подходит и играет. Я так понимаю, это и 1 на 1, и 2 на 2, и даже не Counter-Strike, а любые другие игры. Спонсором этого мероприятия является компания HyperX, которая уже кучу лет поддерживает мировой киберспорт и является одним из лидеров в этой сфере. Ну, в принципе, все стандартно, все дефолтно. Ребят просто рубятся друг против друга. Наверняка есть какие-нибудь маленькие поощрительные призы, а это или флешки, или SSD-диски и так далее. Ну а все мы прекрасно понимаем, что у Кингстона все самое быстрое и все самое лучшее. Ну а вот он тот самый магазинчик, где все, абсолютно все киберспортсмены, которые присутствуют здесь, геймеры, которые присутствуют на турнире, покупают пины из CSGO. Что такое пин? Это так называемый значок, который состоит из его реальной части и его виртуальной части. Ну, реальная часть, увы, никому не нужна нынче. Все интересуются только виртуальной частью, а именно кодом активации, который можно ввести в Steam и получить у себя в CSGO. Красивенький, элегантный значок там от Италии, Мелитии до Guardian Elite. Кстати, очень интересная история была у меня с ньюсмейкером портала Na'Vi. Он купил здесь 5 значков по цене, кстати, от 13, по-моему, долларов. Причем все значки стоят одинаково, и они продаются в такой вот целлофановой упаковочке, где ты не знаешь, что тебе попадется. Но на черном рынке есть своя цена. И в итоге самый дешевый, по-моему, там Италия за 30 долларов или 40. То есть в любом случае на черном рынке цена значка значительно дороже, чем здесь его можно купить. И есть так называемый Guardian Elite, который стоит чуть ли не до 300 или более долларов США. То есть ужасные какие-то цены, но, в общем, ньюсмейкеру Na'Vi очень сильно повезло. Он говорит: Сеня, вскрываем. Я открываю ему первый значок, и там Guardian Elite, так называемый самый дорогой. Ну а дальше Виктория и Dust 2. Тоже, кстати, очень редкий значок. Вот там вот сверху, вы видите, вот они, эти пакетики. То есть предугадать заранее ты не можешь, что есть что. То есть, что тебе выпадет, или самый дорогой, или самый дешевый, но в любом случае ажиотаж, кстати, огромный, но, что удивительно, здесь на турнире ажиотажа нету. Но связано это, наверное, не с тем, что никому не интересно, да, уже, а скорее всего с тем, что сегодня четверг, как я уже говорил, когда осматривал арену, поэтому не рабочий день. Школьники учатся, студенты учатся. Я общался несколько раз с киберспортсменами насчет этой темы. Так они сказали, что в Кёльне, в Катовице и так далее были колоссальные очереди, и выдавалось по 3 значка одному человеку на руки. Здесь же ты можешь спокойно подойти, заказать партию там из 10, 20, 30. Официально по 5 тоже значков в одни руки, но так как ажиотажа нет, очереди нету, то ты, в принципе, можешь подойти и купить столько, сколько тебе нужно. Ну и пока что никаких ограничений суровых нету. Вроде как никто не жалуется, все могут купить эти значки. Поэтому, если вы увидите продажи какие-нибудь значки по супер цене, не спешите покупать. Наверняка можно поискать и найти более приемлемый для вас вариант. Ну а кроме значков, кстати, можно купить майки. В частности, вон Na'Vi есть даже наша маечка. Ну и СНГшные братские организации Virtus.pro, Скандинавы, Fnatic, естественно. Ну и все самые популярные киберспортивные бренды, естественно. Ну а также кепки, майки CSGO. В общем, такой вот secret shop на чемпионате в Клуже в Румынии.
Давай, Global Elite. Вакцин. Что-то достала. Нюк. Это норма или такое? Такое. Ну, норм. Давай еще один. Элите Италия. Два нюка? Серьезно? Можно, кстати. Показывай камеру. 3 из 3. Прикольно. 3 из 3. Стабильность признак класса. 4-й нюк, пацаны. Он говорил про гвардию. 4-й нюк. И закрываем, короче, 5-м нюком и идем хавать. Ну, пацаны, это уровень, пацаны. Это на отдельное видео тянет. 5 нюков. Обращайтесь, подписывайтесь на канал.